Привет, Арми. За блистательной мировой сценой, вспышками камер и ликованием миллионов фанатов Ким Тэ-хён хранит одно пространство, которое всегда казалось ему безопасным и цельным – дружбу. Дружбу, не основанную на популярности, не поддерживаемую личными интересами и не поколеблемую расстоянием или плотным графиком. Название этого пространства уже хорошо знакомо публике – Угар Сквад. Многим Угар Сквад может показаться всего лишь кругом ведущих южнокорейских знаменитостей. Но для Тэ-хёна, Пак Саджуна, Чхве Шика, Пак Хён Сика и Пик-бой Угар Сквад – это эмоциональный дом. Место, где они могут быть самими собой, смеяться без бремени и поддерживать друг друга, когда мир кажется слишком шумным. И в центре этого круга Ким Тэ-хён стоит не просто как друг, а как брат по выбору, тот, чье присутствие делает их единство полным. Дружба Тэ-хёна с группой Угар Сквад зародилась не из грандиозных планов или формальных знакомств. Она естественным образом выросла из легких разговоров, из простых моментов, из чувства комфорта, которое трудно объяснить. Со временем эти отношения переросли в глубокую, зрелую и полную понимания связь. Несмотря на то, что у каждого из них напряженная карьера, Угар Сквад всегда находит способ поддержать друг друга. Один из самых трогательных аспектов этой дружбы – это то, как Угар Сквад всегда присутствует в важных для Тэ-хёна моментах. Когда Тэ-хён выпускает музыку, когда он выходит на мировую сцену моды, когда его имя звучит на международных сценах как Ви из BTS, Угар Сквад рядом, иногда в первом ряду, иногда за кулисами, но всегда с искренней поддержкой. Пак Саджун, которого часто считают старшим братом в группе, неоднократно демонстрировал свою гордость за Тэ-хёна. Его слова, описывающие Тэ-хёна как короля, это не пустая похвала, а отражение того, как он видит, как его друг становится влиятельной фигурой, не теряя при этом своего сердца. Саджун восхищается не только достижениями Тэ-хёна, но и уважает его манеру держаться, скромность, теплоту и сочувствие. Чхве Шик со своей мягкой и жизнерадостной личностью часто становится эмоциональным зеркалом Угар Сквад. Вместе с Тэ-хёном он демонстрирует дружбу, наполненную смехом и честностью. Их часто можно увидеть, как они тихо поддерживают друг друга простыми способами, без громких слов, но с глубоким смыслом. Их связь показывает, что даже в условиях чрезмерной занятости всегда есть место для уязвимости и того, чтобы их действительно услышали. Пак Хён Сик привносит в круг чувство спокойствия. Он и Тэ-хён испытывают глубокое взаимное уважение, как будто оба понимают бремя, которое влечет за собой популярность. Поддержка Хён Сика для Тэ-хёна часто проявляется как постоянное присутствие, тихое, но непоколебимое. Излишнего внимания к ним не требуется, потому что их дружба основана на преданности. Между тем, Пик-бой, который знает Тэ-хёна с более личной музыкальной стороны, играет важную роль в его творческом пути. Благодаря Пик-бой Тэ-хён может выражать себя без ограничений индустрии. Поддержка Пик-бой в работе Тэ-хёна отражает глубокое доверие, не только как друзей, но и как коллег-артистов. Что делает дружбу между Тэ-хёном и Угар Сквад такой прекрасной, так это отсутствие зависти. В конкурентном мире развлечений Угар Сквад предпочитают радоваться успехам друг друга. Когда один участник добивается чего-то великого, остальные не чувствуют себя обделенными, они гордятся. Успех Тэ-хёна становится общей радостью, а не личным достоянием. Сам Тэ-хён часто показывает, насколько дорог ему Угар Сквад. В различных случаях он открыто говорит о них как о людях, которые дают ему силы. Благодаря Угар Сквад Тэ-хён может быть самим собой, а не просто Ви из BTS. Он может шутить, сидеть в тишине, думать и чувствовать себя в безопасности, не создавая себе публичного образа. На пути Тэ-хёна, полном достижений, Угар Сквад служит ему эмоциональной опорой. Они напоминают ему о его корнях, о простых ценностях, о значении единства. Когда мир боготворит его, они продолжают относиться к нему как к другу, не как к иконе, не как к символу, а как к человеку. Единство Угар Сквад ощущается еще более полным благодаря присутствию Тэ-хёна. Его теплая энергия, внимание к мелочам и чуткость к чувствам других людей уравновешивают их отношения. Тэ-хён не только получает любовь, но и дает ее, искренне и без расчетов. В глазах поклонников Угар Сквад часто становится примером идеальной дружбы в корейской индустрии развлечений.
Они не продают драмы, не создают сенсаций и не используют свою близость в интересах публики. Они демонстрируют честность, и именно эта честность трогает людей. Каждый раз, когда Угар Скуат поддерживают Тэхёна, будь то напрямую или просто словами, становится ясно, что их связь преодолела время. Это дружба, основанная не на постоянных встречах, а на глубине взаимного доверия. Ким Тэхён, несмотря на все свои достижения, продолжает идти рядом с теми, кто. Я знала его еще до того, как мир назвал его по имени. И Угар Скуат со своей спокойной и неизменной любовью остаются рядом с ним, независимо от того, какой путь он выберет. В конце концов, история Тэхёна и Угар Скуат напоминает нам, что за большим успехом всегда стоит небольшой круг, который согревает сердце. Под светом софитов они выбирают единство. И в быстро меняющемся мире Угар Скуат и Ким Тэхён являются доказательством того, что искренняя дружба никогда не теряет своего смысла. Для Тэхёна Угар Скуат – это не просто группа товарищей. Они – семья, и с ними каждый шаг кажется легче, каждое достижение – более значимым. Их единство также преподает редкий урок в мире развлечений. Здоровые отношения не всегда нужно чрезмерно демонстрировать. Им не нужны постоянные посты или громкие заявления, чтобы доказать свою близость. Именно в простоте их теплота кажется настоящей. Короткий комментарий, тихое присутствие на важном мероприятии или простое уважительное упоминание имен друг друга – вот что показывает, насколько крепка их связь. Со временем Угар Скуат росла вместе с Тэхёном. Они наблюдали за его изменениями, трудностями и достижениями с самого близкого расстояния. По мере того, как Тэхён все больше выходит на мировую сцену, Угар Скуат остается на том же месте, предлагая непоколебимую поддержку. Они понимают, что его путь не всегда легкий, и поэтому их поддержка – это не зрелище, а спокойная уверенность. Для Тэхёна Угар Скуат – это напоминание о том, что успех не нужно преодолевать в одиночку. Между плотным графиком и высокими ожиданиями у него есть место, где он может вернуться к обычной жизни, свободно смеяться и делиться историями, не боясь осуждения. Угар Скуат – это его убежище, место, где его имя произносится не из-за популярности, а из-за привязанности. Эта дружба также показывает, как Тэхён воспринимает человеческие отношения. Он выбирает друзей не по статусу или достижениям, а по комфорту и честности. И Угар Скуат отвечает ему взаимностью, любя его не как всемирно известного Ви из BTS, а как Ким Тэхёна, которого они знают и ценят. На каждом его новом шаге Угар Скуат всегда присутствует. Они находятся за кулисами, в укромных уголках комнат или в личных сообщениях, которые публика может никогда не увидеть. И именно в этом заключается красота их дружбы, спокойная, зрелая и независимая от внимания общественности. В конечном счете, история Ким Тэхёна и Угар Скуат – это история дружбы, которая преодолевает время, расстояние и популярность. Это история 5 человек, которые выбирают защищать друг друга, расти вместе и оставаться верными ценности единства в постоянно меняющемся мире. Тэхён может находиться на вершине мировой славы, но Угар Скуат – это фундамент, который удерживает его на земле. С ними каждое достижение отмечается не как индивидуальный успех, а как общая победа. И пока эта дружба длится, одно остается неизменным – путь Ким Тэхёна всегда будет сопровождаться искренней, теплой и безусловной любовью. С течением времени присутствие Угар Скуат в жизни Тэхёна становится еще более значимым. Их дружба не становится громче с ростом славы, а становится тише, глубже и крепче на основе взаимопонимания. В то время как мир измеряет успех цифрами, чартами и заголовками, Угар Скуат измеряет его моментами, совместными трапезами после долгих дней, ночными разговорами и невысказанной поддержкой, не требующей объяснений. Бывают моменты, когда Тэхён исчезает из поля зрения общественности, укрываясь от шума, неизбежно следующего за мировой славой. В такие моменты Угар Скуат становится его убежищем. Не местом побега, а местом восстановления. С ними Тэхёну не нужно ничего демонстрировать, объяснять или доказывать. Ему позволено оставаться человеком, а не публичной фигурой. Уникальность этой связи заключается в ее балансе. Участники Угар Скуат никогда не пытаются контролировать путь Тэхёна и не цепляются за него из-за его славы.
Вместо этого они идут рядом с ним, уважая его путь, оставаясь при этом верными своим собственным жизням. Этот баланс позволяет их дружбе дышать, расти естественно, без давления и ожиданий. Во многом Угр Скуат олицетворяет жизнь, которую Тэхён оберегает наиболее яростно. За каждым тщательно подготовленным публичным выступлением скрывается частный мир, который он считает священным. И в этом мире Угр Скуат существует не как зрители, а как участники, люди, которые знают его страхи, его сомнения и тихие мечты, которыми он редко делится с миром. Чувствительность Тэхёна, часто отражающаяся в его музыке и творческих решениях, глубоко связана с эмоциональной безопасностью, которую он находит в этом кругу. Когда артист чувствует, что его понимают, творчество течет без страха. В составе Угр Скуат Тэхён может выражать замешательство, усталость или уязвимость, не опасаясь осуждения. Эта свобода бесценна в индустрии, где редко допускают слабость. Роль Пак Саджуна как надежной опоры становится еще более очевидной в сложные периоды. Его спокойная уверенность и трезвый взгляд на вещи часто служат опорой для группы. Когда Тэхён сталкивается с огромным давлением, Саджун не предлагает драматических утешений. Вместо этого он предлагает нечто более мощное – стабильность. Напоминание о том, что жизнь существует и за пределами внимания публики. Чхвэу Шик, с другой стороны, привносит легкость в тяжелые моменты. Его смех, часто простой и искренний, становится целительной силой. С ним Тэхён понимает, что радость не всегда нуждается в причине. Иногда одного смеха достаточно, чтобы помочь людям пережить трудные дни. Тихая сила Пак Хён Сика предлагает еще одну форму утешения. Его понимание ответственности и ожиданий публики позволяет ему установить связь с Тэхёном на уровне, недоступном большинству других. Без лишних слов они признают общую тяжесть, которую несут. Их дружба основана на взаимном уважении и молчаливом сопереживании. Присутствие Пикбоя добавляет глубины творческой идентичности Тэхёна. С ним Тэхён вновь обретает связь с музыкой как с эмоцией, а не как с обязанностью. Вместе они свободно исследуют идеи, без дедлайнов и ожиданий. Это творческое товарищество напоминает о том, почему Тэхён вообще полюбил музыку. С годами Угр Скуат развивается вместе с Тэхёном. Карьера меняется, приоритеты меняются, а обязанности возрастают. Но основа их дружбы остается неизменной. Они не требуют постоянного контакта или видимых доказательств близости. Доверие заменяет чистоту, а понимание – объяснение. В эпоху, когда отношения часто выставляются на показ для самоутверждения, Угр Скуат выбирает приватность. Их связь не предназначена для публичного показа, и именно поэтому она кажется подлинной. Фанаты чувствуют эту подлинность, даже не видя каждой детали. Она ощущается в тонких жестах, тихих упоминаниях и искренних улыбках. Уважение Тэхёна к Угр Скуат очевидно в том, как он о них говорит. Нет преувеличения, нет драматизации, только искренность. Он признает их роль в том, чтобы помочь ему оставаться на земле, напоминая ему о том, кем он был до славы и кем хочет оставаться. Как Ви из BTS, Тэхён стоит на сцене перед миллионами зрителей. Но как Ким Тэхён, он сидит среди друзей, которые знают его молчание, а также его смех. Эта двойственность помогает ему сохранять равновесие. Один мир питает его мечты, другой защищает его душу. Индустрия развлечений часто испытывает дружбу на прочность, сводя людей к конкуренции, а не к общению. Однако Угр Скуат противостоит этому нарративу. Они не сравнивают достижения и не измеряют ценность успехом. Рост каждого участника отмечается как часть общего пути. Когда Тэхён достигает чего-то грандиозного, Угр Скуат не воспринимает это как дистанцию между ними. Вместо этого они воспринимают это как доказательство того, что мечты можно осуществить, не теряя человечности. Его успех становится вдохновением, а не разлукой. Даже во времена неопределенности, когда пути неясны, а будущее кажется тяжелым, Угр Скуат остается неизменной. Их поддержка не меняется в зависимости от обстоятельств. Это крепкая, терпеливая и прочная дружба.
Такая дружба не требует совершенства. Ошибки допустимы. Молчание уважаемо. Личное пространство понимается. Эти негласные договоренности составляют основу их связи. Для Тэхёна знание о существовании такого круга позволяет ему смело смотреть в лицо миру. Независимо от того, насколько сильным становится внимание публики, он знает, что есть место, куда он может вернуться, не боясь быть неправильно понятым. Преданность Угар Скуат не кричит, но она сильна. Она проявляется в присутствии, а не в показном выступлении. В последовательности, а не в демонстрации. И в выборе, в том, чтобы снова и снова выбирать друг друга. По мере того, как Тэхён продолжает расти как артист и личность, Угар Скуат растет вместе с ним, а не позади него. Они остаются свидетелями его эволюции, так же, как и он остается частью их. В грандиозном повествовании о славе и успехе истории часто фокусируются на достижениях. Но за этими достижениями стоят отношения, которые тихо поддерживают их. Угар Скуат – это та невидимая сила в жизни Тэхёна. Их дружба напоминает нам, что как бы далеко человек ни зашел, он не одинок. Истинный успех включает в себя людей, которые знают твое прошлое, принимают твое настоящее и поддерживают твое будущее. В конце концов, Угар Скуат – это не просто часть истории Тэхёна. Они – часть его фундамента. Напоминание о том, что даже в мире, движимом скоростью и амбициями, искренность все еще имеет значение. И пока Угар Скуат рядом с Ким Тэхёном, одна истина остается неизменной: слава может возвысить имя, но дружба защищает сердце.